Спасибо, дорогие друзья, спасибо, что в этот... Час свидания настал, вся в огне я горю, и тебе, милый мой, о любви говорю, ну ласкай же меня, будь смелее со мной. Черт с тобой, черт с тобой, черт с тобой. Никто не задумывался над тем, что Путин, согнав очередной митинг у крепостной стены, умудрился поблагодарить людей за поддержку собственной персоны этой исторической победе, не то чтобы до официального объявления его победителем, а еще и до окончания подсчета голосов. К чему такая спешка? Или, быть может, это был прокол? Вы не знаете, зачем Володька усы сбрил? Усы? А зачем это вообще понадобилось гаранту олигарха феодального строя, панически боящемуся незнакомых людей, которых выгоняют с улицы площадей, где планирует появиться этот недогосподин, настолько трусливый, что даже ни разу не соизволил появиться на дебатах среди тщательно отобранных клонов, ничем ему не угрожающих. Слушай, что-то мне не нравится здешний режим. Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера. А чего еще можно было ожидать от мошенника, всеми силами пытающегося убедить доверчивых граждан в собственной незаменимости? Разве мало он сделал для того, чтобы всякими хитростями и уловками, идущими вразрез не только с Конституцией страны, но и со здравым смыслом, коварно превратить случайно ухваченную должность в свою основную профессию? Наивный. Он и вправду полагает избежать уголовной ответственности за все содеянное, уверовав в свое законодательство и надеясь на своих ставленников в судейских и правоохранительных структурах. Дичь! Дичь! Забив свою тупую башку похабными анекдотами, напрочь позабыл этот плешивый глупец мудрость одной из нетленных народных поговорок. Сколько веревочки не виться, все равно конец будет. А ведь уже недалек тот час, когда с него обязательно спросят за все и спросят сполна, не позабыв про членов его преступной шайки, соучастников и приспешников. Мадам Короткая, это копия постановления, это ордерочек. Можно сразу и въезжать. Что ж вы, могли бы хоть бумажкой обложить. Какая вы неосторожная. До свидания, мадам Короткая. До свидания. Час расплаты можно лишь отсрочить, но не избежать. Чего он вполне предсказуемо и добивается, невзирая на то, что ему уже давным-давно никто не верит, явственно узрев его гнилое нутро. Неужели ему не стыдно вот так выходить пред наспех собранной клакой, всеми силами призванной демонстрировать монолитное единство общества, направленное лишь на задурманивание сознания подавляющего большинства неоднократно им оболваненного гражданского населения, уже настолько его откровенно ненавидящего, что без мата просто не сформулировать. Полагаю, стыдно, очень стыдно. Но в той системе, что он же сам и создал, власть дарует безнаказанность и богатство. Утрата же ее автоматически влечет за собой разорение и возмездие. Причем это касается не только этого окурка, но также и всех членов его шайки, чрезмерно разжиревших за чужой счет и страсть как не желающих расставаться ни с незаконно присвоенными капиталами, ни со свободой. Он – гарант сбережения краденого в корыстных лапах откровенной швали, уже много лет корчащий из себя некую элитку.
На то и было направлено заранее организованное представление, чтобы убедить наивных граждан во всеобщей поддержке главного жулика, с завидным постоянством их обирающего и их же систематически унижающего. Все прекрасно понимают, что легитимность этого ничтожества равна круглому нулю, ибо в Конституции страны, которую никто не имеет права изменять, кроме того, кто ее принимал, то есть гражданского народа населения страны, что говорит о нелегитимности всех ветвей самозваной власти, прямо причастных к узурпации власти, четко сказано об ограничении президентского периода правления одним разом, 2 срока подряд. И ничего не говорится в основном законе страны про 2 раза по 2 срока, про 3, 4. Этот мошенник уже был однажды в истории нашей страны, ее президентом. И, как ни странно, именно 2 срока подряд. Не правда ли? Потому и пришлось ему, невзирая на всю свою брезгливую ненависть к гражданам нашей огромной и несчастной страны, играть очередной спектакль перед заблаговременно согнанной, ангажированной флаки, в очередной раз пытаясь облапошить доверчивых граждан, даже и не думавших принимать участие в этом шабаше. Однако спешка, с которой было организовано данное представление, состоявшееся еще до окончания псевдоголосования, вызвала лишь истерический смех и неподдельную иронию среди многомиллионного гражданского населения, превратив сие представление в невеселую цирковую клоунаду с надоевшим Петрушкой и скачущим по пустой сцене. Понятно, что эти настроения не могли не уловить более понятливые члены ожиревшей хунты, которые однозначно осознали, что пар ушел в свисток, представление не проканало, нужно что-то делать. В связи с чем было организовано внеплановое представление, все с тем же Петрушкой в главной роли. Обозвали этот спектакль достаточно громким наименованием. У одних вышибающим слезы умиления, у других истерического хохота. Обращение Владимира Путина к нации. Каково, а? Прям в духе фашистской Германии, лишь фамилия любимого фюрера изменена. Но какой эффект? А вы случайно не задумывались, почему с таким завидным упорством нам пытаются внушить мысль о непререкаемой легитимности абсолютно нелегитимного самозванца? Открою небольшой секрет. Мошенник, несомненно надеющийся избежать уголовной ответственности, всегда старается навязать жертве чувство сопричастности в содеянном, тем самым пытаясь вызвать в ней чувство собственной вины за произошедшее, что вынудит жертву не искать справедливости в законодательном поле посредством обращения в правоохранительные органы, стоящие на его страже, а мошеннику, соответственно, избежать уголовной ответственности. Вот и вся цель этого совершенно бездарного спектакля, прикрывающего абсолютно лживые цифры якобы всенародной поддержки ихнего кандидата. О, брат, это жулики. В этом мире уже практически не осталось наивных людей, свято верующих в легитимность мерзавца, обворовавшего самую огромную и богатейшую страну. Но на Альфа Центавра пока, видимо, об этом не ведают. Либо уже спешно готовятся к вынужденной эмиграции в конгломераты своих досточтимых партнеров, оставив нам разоренную и растерзанную родину. Будем делать вид, что мы этого не понимаем? Или, наконец-то, отправим всех этих мошенников, именующих себя элиткой, туда, где им и место, на нары? Заждались уже этих деятелей приполярные зоопарки и целинные земли плодороднейшей тундры. Ну, будете у нас на Колыме. Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы к нам. Счастливо. Еще раз спасибо вам за поддержку и доверие. Уверен, вместе мы обязательно добьемся успеха. Все, кино не будет. Электричество кончилось.